Власть должна бояться потерять власть. Или их надо казнить, как в некоторых странах, да, там руку отрубать. С такими ценами на нефть эта власть никогда не жила. Ты сел голой задницей, значит, на сковородку. Этот кризис будет самым тяжелым с начала 90-х годов. Я могу вам дать советы, как устроить какую-нибудь катастрофу. Добрый день, друзья мои. Сегодня у нас гость, который был уже на канале. Вот. Но в прошлый раз мы встречались с ним в комнате, пили кофеек и так далее. А сейчас вот, вы знаете, все только дистанционно. Приветствую, Сергей. Здравствуйте, Игорь. Приветствую. Итак, смотрите, вот что я слышу про правительство Франции, то уже подготовлен план выхода с ограничений. Я слышал от Мишустина здесь в России, что план выхода готовится. Так что, все, вот посуетились и расходимся. Как вы считаете, это уже начало выхода из изоляции, из карантинов, или это так, все это словеса? Во Франции выход начинается 11 мая, он будет постепенным, каким именно, пока непонятно. Вот ровно когда мы с вами разговариваем, выступает премьер-министр Франции, который будет объявлять о том, какие детские сады и школы в каком порядке будут открываться, какие школьники возвращаются к занятиям, в какой очередности. Поэтому пока не очевидно, как это будет сделано. Это уже начало возвращения к нормальности, но полностью нормальность не вернется, потому что люди по-прежнему будут меньше путешествовать. Франция вряд ли откроет границы, особенно вне шенгенской зоны, в течение полугода, а может быть и больше. Поэтому ситуация на самом деле не вернется к январской или к декабрьской еще очень-очень долго. И даже после того, как все ограничения будут сняты, наверное, будет меньше поездок, будет меньше перелетов, потому что люди уже привыкли общаться онлайн, и поэтому, конечно, этого будет гораздо меньше. Ну и кроме того, не является невероятным вторая вспышка. Если будет вторая вспышка, то будет заново введен карантин. Сейчас давайте о нефти, потому что на фоне падения цены на нефть, то есть нефть, не секрет, стала стоить как песок. Ну, то есть вот такое ощущение, что песка, значит, это надобывали много, да, и он стал стоить денег столько, сколько, ну, его нужно, чтобы его выкопать. Да? Так вот, ваш прогноз или ваши оценки, значит, первое, восстановится нефть, когда восстановится, или уже никогда не восстановится. То есть, что будет с нефтяными доходами стран, где экономика, ну, сильно зависит от этого. И что произойдет в мире, которые станут бенефициарами этой дешевой нефти. Что произойдет с этими электрическими, ну, видами или как бы альтернативными видами топлива при таком экстремально низком, значит, ценнике на нефть? Вы знаете, цены на нефть вряд ли вернутся в обозримой перспективе на уровень 60-70 долларов за баррель, в ближайшие пару лет, по крайней мере, потому что мир попал в серьезную экономическую катастрофу. Эта рецессия будет самой большой в мире, в мировой экономике со времен Великой депрессии. И причем это не просто большая мировая рецессия, не просто спад мировой экономики, а такой спад, в котором в первую очередь страдают отрасли, которые потребляют нефть. Авиаперевозки, автомобильные перевозки. И даже после того, как карантин в мире закончится, спрос на нефть полностью не восстановится, потому что люди будут меньше летать все равно. Поэтому цены на нефть, скорее всего, останутся ниже, чем они были до эпидемии. Восстановятся ли они до уровня 40, я не знаю. Сейчас вообще никто ничего не может предсказывать. 40 для России – это комфортная цена, на ней построен российский бюджет. Если цена на нефть останется на уровне 20 или 30, то придется сокращать расходы бюджета, что, естественно, Россия может сделать. Что касается других стран, то, конечно, страны, которые потребляют нефть, в первую очередь западные страны, конечно, сильно выиграют. Что касается будущего возобновляемых источников энергии, я думаю, что зеленая повестка никуда не денется. Конечно, инвестировать в солнечную энергию и в ветер выгоднее, когда цена на нефть 100. Но в последнее время поддержка зеленой повестки возникла не только из-за экономических факторов, а и из-за именно что климатических факторов. Люди видят, что последние 2 лета были крайне жаркими, а эпидемия показала также, что если вы слишком агрессивно наступаете на природу, то это может обойтись очень дорого. И в этом смысле зеленые партии получат дополнительную поддержку. Кроме того, зеленые партии всегда говорили, надо меньше летать, нужно больше говорить онлайн.
в этой эпидемии люди будут много говорить онлайн, поэтому после эпидемии многие люди скажут: о, действительно, давайте мы сократим переезды, командировки, будем больше общаться по Zoom, как мы с вами сейчас. Мы очень много обсуждали с вами в прошлый раз и со многими обсуждаю. Все-таки это заговор картельный или антикартельный по цене на нефть? Или это такой вот, ну, называется вот исторический момент, когда, ну, напроизводили много и все обрушилось? То есть экономические законы, такие законы обмена. Вот что вы считаете, заговор, картель или просто экономика? И, ну, вообще, как вы вот думаете про это все? Про цены на нефть очень просто. Картель существует, и в нем участвует Россия. Это картель продавцов. Картель ОПЕК+. То есть ОПЕК плюс Россия и несколько еще стран. Это то, что, например, внутри Соединенных Штатов было бы уголовным преступлением, картельный сговор. Внутри Евросоюза это тоже преследуется в уголовном порядке. Но так как это наднациональный картель, то ничего тут сделать невозможно. Но этот картель не может справиться с, как вы правильно сказали, фундаментальными экономическими факторами, которые заключаются в том, что 2/3 мира находится на карантине, поэтому авиаперевозки упали фактически до нуля, многие автоперевозки сократились, поэтому спрос на топливо упал на 20 или на 30%. И это фундаментальный фактор, это не заговор, это не глобальная закулиса, это просто прямое следствие экономической рецессии, в которой страдает в первую очередь отрасли, которые предъявляют спрос на топливо. Поэтому здесь не нужен никакой заговор для того, чтобы объяснить, почему цены на нефть упали. Они бы, наверное, упали бы еще больше, если бы не картель, в котором участвует Россия, ОПЕК+. Но и так они упали из-за экономических факторов, из-за рецессии и падения спроса на перевозки. А вот эти факторы, которые сейчас возникают, введение ограничительных мер, цифровизация, пропуска, чтобы теперь выйти куда-то из дома, мне надо выписать вот пропуск. Как, кстати, в Европе с этим обстоит дело? И второе, ваше мнение, вот это все останется после того, когда изоляция пойдет на спад? Это все теперь мы будем с этим жить? Теперь это будет всегда, как вы думаете? Ну, в Европе тоже нужно выписать себе пропуск. То есть для того, чтобы сходить за продуктами, нужно выписать себе пропуск. Либо цифровой, либо напечатать на бумажке и подписаться. А для того, чтобы выйти на пробежку, тоже нужно выписать себе пропуск. Если вам нужно сходить к врачу, тоже нужно выписать себе пропуск. А больше во Франции и нет причин, для которых можно было бы выйти на улицу. Можно с собакой еще погулять, тоже можно выписать пропуск. Но, конечно, когда эпидемия совсем закончится, наверное, и пропуска отменят. Другое дело, что эпидемия не закончится, когда закончится карантин. И поэтому вполне возможно, что какие-то из этих мер так или иначе останутся. Но после того, как будет изобретена вакцина, если она будет изобретена, то, конечно, эти меры будут отменены. В России власти всегда будут хотеть каким-то образом контролировать людей, но я думаю, что даже в России нельзя будет пойти на то, чтобы после того, как пройдет угроза эпидемии, все равно оставить эти самые пропуска. Карантин все-таки имеет ограниченную длительность. Какие потери Россия пронесет? Ну, нефтеносная страна же и так далее, да. Вот. И как сравнить этот вот кризис по масштабу в истории России? Были подобные уже явления? И сколь разрушительные будут это? Может быть, вы отметите какие-то вещи, где это пойдет на пользу России? Тоже тогда расскажите об этом. Этот кризис пока прогнозирует, что ВВП России сократится в этом году по прогнозам Центрального банка от 4 до 6%, по прогнозам МВФ на 5,5%. Я, честно говоря, думаю, что удар будет сильнее. Скорее всего, масштаб потерь будет примерно 10% ВВП. И в этом смысле этот кризис будет самым тяжелым с начала 90-х годов, когда ВВП России в начале 90-х годов за несколько лет сократился на 40%. И, конечно, мы сейчас не говорим о 40%, но, тем не менее, сегодняшний кризис, видимо, будет более серьезным, чем кризис 2014 года, 2008-2009 года и 1998 года. В этом смысле это самый серьезный кризис. Скорее всего, в течение пары лет полностью будет исчерпан фонд национального благосостояния, и России придется сокращать непроизводительные бюджетные расходы. Сможет ли сегодняшняя российская власть сделать это так, чтобы не пострадали
например, здравоохранение, образование, я не знаю. Потому что мы видим, что, как в известном анекдоте, когда растет цена на водку, не папе приходится меньше пить, а сыну приходится меньше есть. Но в целом расходы бюджета придется сокращать. И это, на самом деле, беспрецедентный вызов для сегодняшней власти, потому что цены на нефть вернулись к уровням 90-х годов. С такими ценами на нефть эта власть никогда не жила. Посмотрим, что она сделает. Что касается хорошего для России, ну, наверное, когда выяснится, что нефтедоходы сократились, возможно, что будут какие-то шансы на то, что власть начнет бороться с коррупцией. Все, Игорь, да? а вы как считаете, что будет с российской экономикой? Вопрос, как бы, что делать, он, ну, на мой взгляд, очевидный. Ты сел голой задницей, значит, на сковородку, что делать? Вспрыгиваешь, то есть ты даже не думаешь, что делать. Это, ну, животный инстинкт тебя... Ты хочешь сохраниться. Я сейчас даже не про власть говорю, я сейчас про все говорю. Ты хочешь как-то сохраниться, да? Ты начинаешь делать то, что раньше не делал. И я вижу, какие вещи сейчас запустились в стране. Те вещи, которые были немыслимы ранее. Ну, правда. Например, какие? Например, в образовании. Давно очевидно, что распространение глупости является самой большой глупостью. И, грубо говоря, сложившиеся системы, токсические, например, система образования, если она устроена таким образом, что она себя сама воспроизводит и повторяет, ну, грубо говоря, никаких шансов нету что-либо изменить. Ты меняешь что-либо, потом, пока ты меняешь в другом месте, в этом месте уже все вернулось, как было. Так вот сейчас, в условиях того, когда легитимизация, например, дистанта стала 100%, то есть это теперь не дополнительное средство коммуникации, а основное. В этот момент на поверку вышли следующее, что все те, кого считали авторитетом и непререкаемым гуру, их нету в инфопространстве. То есть они не актуальны. В результате актуальными стали те люди, которые, ну, в общем, такое ощущение, что они 5-10 лет к этому готовились. Сейчас они в сети, они вещают, они проводят вебинары, семинары и так далее. И идет резкое пересобирание сообществ. Ну, то есть коагуляция этих сообществ вокруг других лидеров мнений. При этом необратимость этого процесса уже очевидна. Те предыдущие герои, автократы, ну или назовем их так, гуру, да, которые раньше были непререкаемые авторитеты, им очень страшно, но они ничего сделать не могут, потому что они просто не на перекрестках дорог. Этого никогда не было, потому что всегда существовало следующее, что пока высшая школа экономики не проведет какое-то исследование, значит, ну это считается, распространять как бы не надо. Сейчас не нужно никакого исследования, все распространяют практику просто потому, что увидели у феномена такую практику. Вот. Это малые явления, но вот сила малых явлений. А вы можете привести пример такого нового лидера общественного мнения? Это серединное звено, ну я могу привести очень много. Это, например, ну, конкретные учителя, Инна Исаева, там, Чебоксарский лицей номер 5, значит, лицей Корифей, значит, директор его Алексей Бабетов. Это серединное звено, конкретные, очень толковые организаторы, ну, деятели. Это не просто учителя, это директора школ, деятели. Они известны, но они в серединном звене. Так вот, вокруг них сейчас идет пересборка и коагуляция деятельностного сообщества. Подобное происходит во многих местах. Например, в бизнесе что происходит? Компании, которые закрыли, например, Хофф. Ну все, люди не ходят в магазины. Хофф — это было гипермаркеты мебели. Вот они 2 месяца пострадали, а теперь они объявили себя агрегатором. Встали в позицию агрегатора, подсоединяют мелких локальных производителей России. И в принципе у них за 2 месяца, ну вот то, что вот произошло, сейчас произошло столько, сколько раньше за 7 лет не происходило. И они уже видят, что, мне говорит основатель Хофф Миша Кучмет, кстати, наш физтех, значит, он мне говорит: слушай, Игорь, через 3 года мы полностью обгоним и будем доминировать Икею в России. Вот. И этого бы никогда не случилось, если бы не текущий разворот обстоятельств. И вот это как раз тот случай, вообще у многих компаний теперь, когда люди сидят дома и
принципе, работать невозможно, а людей увольнять тоже не хочется, особенно лучших людей. Конечно, есть время подумать о перезапуске бизнес-процессов, бизнес-модели. Конечно, это тот самый момент, это то время, которого никогда не хватает, когда нужно работать, а сейчас как раз есть время подумать. Это правда. Поэтому в том смысле, что если так обобщая, уже говорить, что наступившая непредсказуемость, ну, она вдруг наступила, причем в большом объеме. Неопределенность, непредсказуемость, все сразу. Черные лебеди, белые лебеди, все приплыло. Вот в этом моменте люди, которые готовы использовать непредсказуемость, чтобы выиграть, вот у них сейчас великий шанс. Как устроен ваш бизнес сегодня? Сколько у вас людей работает, сколько сидит дома, насколько упало ваше производство? Да, здесь все просто. Все непрерывные производства, которые есть, они все работают. Там соблюдаются вот эти все меры социальной дистанции и так далее. Там высоченная производительность труда на всех производствах Технониколе. Там практически нет людей, ну так если мало людей задействовано в процессе, поэтому так если приходишь на завод, обычно меня спрашивают все, кто посещает завод, а где люди? Ну, я подвожу, там где-то есть вот оператор, там это. Вот, они все работают, выходят на... Естественно, все ИТР и все инженеры, кто обычно в офисах, они прекрасно работают из дома. Вот. Ну, то есть такая вот гибридная ситуация. Я не вижу, что в основном идет какие-то... У вас остается спрос на продукцию? Ведь стройматериалы зависят от строительства. А строительство, наверное, во многом пострадало в таком кризисе. Да, здесь вопрос, когда придет волна снижения. Потому что обычно все, кто делают заказы, они стремятся, как мы сейчас видим, закончить начатые заказы, ну, то есть уйти в какую-то консервацию. Они часто не могут это сделать прямо вот в моменте. При этом в моменте только отвалилась, ну, вот Москва. Москву закрыли, все стройки остановили. Все, в результате спрос и вывоз товара на Москву, он встал. Но в целом, если взять по России, падение 5%. Вот. Мы ожидаем по году, что будет падение, условно говоря, от 5 до 20%. Ну, это в самом пессимистическом сценарии. Рыба рыбаков. Мы еще затронем вопрос очень интересного парадокса, что самые демократические страны, они сейчас находятся в самом сложном положении. Здесь есть очень простой ответ. На самом деле справляются лучше не авторитарные режимы, а азиатские страны, как демократии, так и не демократии. Например, лучше всех справляется с эпидемией Тайвань, это демократическая страна, и Южная Корея – демократическая страна. В Японии все тоже обстоит не так плохо. И связано это различие между Азией и Европой с тем, что Азия пережила подобную инфекцию в 2002-2003 году, перестроила систему здравоохранения, перестроила систему отслеживания и борьбы с эпидемией. А в Европе ничего такого не было, поэтому Европа была абсолютно не готова. И также, очевидно, не готова и Россия, и Иран, авторитарные страны, в которых есть проблемы. Но главное, что касается авторитаризма и демократии, то, конечно, сама эпидемия вышла из-под контроля именно потому, что в Китае нет средств массовой информации, которые были бы свободными, независимыми от властей, нет гражданского общества, и поэтому местным властям удавалось замалчивать эпидемию достаточно долго. То же самое было в 2002-2003 году, когда была первая эпидемия коронавируса, то, что называется SARS, атипичная пневмония. И тогда миру повезло, потому что Китай не был так интегрирован в глобальную экономику, и поэтому эпидемия не стала такой глобальной. Но это была та же ситуация, когда местные власти замалчивали проблему, и поэтому эпидемия ударила по Китаю достаточно серьезно. А сейчас, опять же, та же самая история. Местные власти замалчивали проблему, поэтому эпидемия разрослась до таких больших масштабов, и это типичная китайская авторитарная проблема. И это, как сказали бы программисты, не баг, а фича. То есть так устроена система политики в Китае, что у вас нет системы обратной связи, независимых от власти, и поэтому местные власти всегда замалчивают проблему. В прошлом году вышел мини-сериал «Чернобыль» на канале HBO, и в этом сериале главная мысль была «Ложь убивает». И рассказывалось о том, как проблемы Чернобыля и атомной промышленности замалчивались, и поэтому погибло так много людей. Ну и сама катастрофа в Чернобыле произошла из-за того, что предыдущая авария на другой станции
на Ленинградской АЭС, не обсуждалось, а замалчивалось. И в этом смысле, конечно, нет никаких доказательств того в этой пандемии, что демократии работают хуже, чем авторитарные государства. Да, мне очень понравилась вот эта ваша фраза, значит, заставить власть слушать, как думает народ, да, то есть Ютуба недостаточно, то есть говорить недостаточно, то есть необходимы другие более сильные действующие воздействия, чтобы оказать влияние. Власть должна бояться потерять власть. Власть должна понимать, что если она будет плохо работать и не будет слушать народ, то ее переизберут. К сожалению, в России мы видим обратные тенденции. Чем дальше, тем больше власть ставит препятствий для оппозиции. Кто акционер корпорации России? Лично Владимир Путин. Выборы не являются честными. У Алексея Навального было несколько попыток. Этот режим не вечен. Сергей, я хотел вот такой вот момент все-таки вернуться к нашей теме демократические режимы. Мы всегда эту тему будем ее теперь тащить, она очень интересная для исследований. Смотрите, как вам кажется, может ли случиться такое, что политические какие-то движения или деятели в каких-то странах, усмотрев, что у автократий восточных лучше получается справиться с подобными вызовами, при учащении таких вызовов, вы говорите, вторая волна придет, там, третья, еще какие-то эпидемии, то они будут свергать демократические режимы и устанавливать какие-то вот, ну, азиатские автократические или свои какие-то автократические режимы. Как вы думаете, такой сценарий — это утопия или это такое может быть? Трудно себе представить, что эта эпидемия покажет, что демократии хуже, чем автократии с точки зрения борьбы с пандемией. У автократии есть вот эта родовая травма, есть часть системы, которая заключается в том, что вам трудно понять, когда люди начинают умирать от пандемии, потому что местные власти замалчивают проблемы, и поэтому вы не успеваете остановить пандемию, пока еще не поздно. То, что произойдет, это то, что демократии накопят специальный стратегический резерв масок, вентиляторов, средств индивидуальной защиты для врачей. Просто теперь стало понятно, что такого рода пандемии бывают, и к этому надо быть готовым. И будут разработаны протоколы, будут запасены специальные стратегические резервы у каждой страны. Это займет какие-то там ресурсы, но это будет абсолютно нормальная вещь. Просто Запад, имея в виду Америку и Европу, забыл о том, что такие пандемии бывают, не знал о том, что такие пандемии бывают, теперь подготовится. Вот. А то, что будет переход от демократии к автократии, это уж вряд ли. Наоборот, Китаю предстоит очень тяжелое время, потому что никто не забыл, что эта эпидемия пришла из Китая, и Китай действительно допустил целый ряд ошибок. Китай сейчас старается восстановить свою репутацию, помогает другим странам, и это замечательно, но вообще говоря, тот факт, что именно в результате авторитарной китайской системы возникла эта пандемия, разрослась и вышла из-под контроля, это факт, и с этим фактом трудно спорить. То же самое происходит и в Иране, иранским данным уже никто не может доверять, сколько там людей погибло, никто не знает, но это тоже большая трагедия, иранская эпидемия. Что будет в России, пока непонятно. Ну, я не просто с этим согласен, я перефразирую следующее, что общество, которое учится быстрее и умеет обновлять себя, они, даже если что-то пропустили, они потом наверстывают и... Безусловно. И главный стимул для политика учиться – это обратная связь от избирателей. И те страны, где политики плохо справились с эпидемией, наверное, там сменится власть. Но это не означает, что там вдруг придут к власти диктаторы. Вот, поэтому давайте поговорим о смене власти не в узком смысле, там, политическая власть, да, а вот о смене власти как таковой везде, и в странах, и, может быть, в больших корпорациях, монополиях, ну, в таких влиятельных местах. Вот, например, когда очевидно в западных странах или в автократиях, что руководители или уполномоченные люди, ну, не справляются или плохо справляются со своими, ну, не знаю, обязанностями или своей должностью и так далее. Вот как вы считаете, их надо немедленно убирать или давать второй шанс? Или их надо казнить, как в некоторых странах, да, там, руку отрубать? Игорь, это какие-то базовые вопросы, которые
в политической системе решаются при помощи выборов. Как избиратели решат, будем надеяться, на честных и конкурентных выборах, так и должно быть. Как Конституция требует, сколько там сроков есть, так и должно быть. В автократических системах лидеры цепляются за власть до последнего. В корпорациях, как акционеры решат, так и будет. И здесь всегда есть действительно и достоинства, и недостатки у каждого пути. Если вы увольняете за первую же ошибку, то тогда люди будут слишком консервативными, будут бояться допускать ошибки. Если вы никогда не увольняете, то люди будут плохо работать. Поэтому каждый начальник думает о подчиненном именно в таких терминах. Давать второй шанс, давать третий шанс, давать 58-й шанс или нет. С точки зрения лидера корпорации, здесь, конечно, вопрос к акционеру, к акционерам. Опять-таки, давать первый шанс, давать второй шанс, давать третий шанс. Все это нужно решать для каждого конкретного случая отдельно. А в политике, конечно, нужны честные конкурентные выборы. И тут уж просто как люди решат, так и будет. Кто акционер корпорации России? И кто выбирает людей в Думу, которая за 2 недели принимает законы об обнулении президентских сроков очень быстро, да? Кто акционер? Я думаю, что в России все очень понятно. Россия, если посмотреть на оценки международных политологов, экспертов, Россия — это не демократическая страна, и в ней в состав Думы утверждается администрация президента. Вообще говоря, это персоналистский недемократический режим. Состав Думы тоже утверждается? Ну, а как же? А кто выбирает, кто имеет право баллотироваться, а кто не имеет права баллотироваться? Как вы думаете? В России, мне всегда казалось, что вот выборы, мы там ходим, что-то... Да, вы ходите, но выборы не являются честными, не являются конкурентными, к ним не допускаются представители оппозиционных, по-настоящему оппозиционных партий. Например, вот у Алексея Навального было несколько попыток, мне кажется, 5 зарегистрировать свою партию. Ни разу эту партию не зарегистрировали. А Алексей Навальный достаточно популярный политический лидер. Почему у людей, которые хотят за него голосовать, нет права быть представленными в Думе? Потому что так решила администрация президента, потому что так решил лично Владимир Путин. Владимир Путин не хочет конкуренции на выборах. Вот и все. Это нормальный недемократический режим, он не является чем-то выдающимся, это обычный персоналистский недемократический режим, где элита пытается не допустить политической конкуренции. Хорошо, то есть акционером страны Россия является, одним словом, кто? Россия — это страна, где менеджмент захватил власть и не дает акционерам никаких прав. МБО. Да. Это не нет, это не МБО, понимаете? Это Менеджмент buyout. Нет, это менеджмент buyout, это когда менеджмент становится акционером. А Россия — это ситуация, где акционеры приходят на собрание акционеров с тем, чтобы проголосовать за новый менеджмент, а двери закрыты, а само собрание акционеров перенесено в другой город. Помните, такие вещи были в 90-х годах? Конечно. Вот, так и здесь. Акционеры есть, а голосов у них нет. Вот, собственно, и все. Ну, и кстати, менеджмент сам себе назначает бонусы. Да. И менеджмент сам себе назначает бонусы. Да. В принципе, в больших корпорациях обычно, на самом деле, вся власть принадлежит топ-менеджменту. Так. Всякое бывает. Потому что, ну, насколько я видел, в распределенных компаниях, в сильно распыленных компаниях, где очень много акционеров, ну, по сути так, договориться с советом директоров топ-менеджменту не составляет труда за счет выплат, за счет там чего-то такого, да, и в результате полная власть оказывается у менеджмента. Игорь, я вам расскажу только о своем опыте. Я был независимым членом совета директоров во многих компаниях. Очень часто я голосовал против решений, которые были предложены менеджментом. Кроме того, были ситуации, когда за меня голосовали независимые акционеры, в то время как менеджмент предлагал другую кандидатуру в совет директоров, а избирали все равно меня. Поэтому я видел вещи, которые отличаются от того, что вы говорите. Но то, что вы говорите, конечно, имеет место во многих компаниях. Ну, раз вы говорите об аналогиях с демократической и недемократической формой правления, то видно, какие выигрывают. Есть очень простой показатель. Куда хотят переезжать люди? Вот бегут ли люди из Европы в Китай? Ответ – нет.
Нет такого массового переезда. Когда вы думаете, хотят ли россияне жить в демократических или недемократических странах, посмотрите, куда россияне хотят уехать из России. Они хотят переехать в Европу, они не хотят переехать в Китай или в Иран, правильно? И если говорить о числах, то, конечно, числа показывают, что среди стран с высоким уровнем дохода все страны являются демократическими за двумя исключениями. Сингапур и ближневосточные нефтяные монархии. Вот, собственно, и все. У нас с вами принципиальное отличие только в одном. Дело в том, что я не называю Америку демократической страной, я называю демократическая ширма на коллективную автократию. Вы можете так говорить, просто это вопрос определения. Вы можете словом да. демократия назвать все, что угодно. Да, в политической науке демократия – это когда руководство страны избирается на честных и конкурентных выборах. Мы видим, что такое происходит в Америке. Например, когда в 2008 году Барак Обама стал президентом, никто этого не ожидал. Никто не ожидал, что он победит на праймерис. Все думали, что кандидатом от демократов будет Клинтон. Получился Барак Обама. Когда Трамп стал президентом в 2016 году, этого тоже никто не ожидал. Не то, что он выиграет на праймерис, не то, что он победит на выборах. Поэтому нельзя эти выборы называть недемократическими. Вы можете называть словом демократия что-то другое. Это ваше право. Но если вы меня спрашиваете как ученого, что такое демократия, я могу вам дать определение, и по этому определению, принятому в политической науке, Соединенные Штаты — это демократия, Россия — нет. Вот, собственно, и все. А мы тогда не закончили повестку. Напомню, там вопрос такой, что наука — это что-то, что может повторить эксперимент и воспроизвести его еще раз. Да. Да. Но дело в том, что мы убедились в том, что ученые и экономисты не могут не то чтобы объяснить даже происходящее, они не могут предсказать даже кризис. А когда кризис происходит, они говорят, ну вот так получилось, хрен его знает, давайте смотреть дальше. Поэтому мы в некотором смысле уже подошли к черте, когда сами признали, что экономика, вообще говоря, не является наукой в чистом виде, это, скорее всего, постоянная попытка изучить и понять то, что понять невозможно. Игорь, ну вы же учили квантовую механику. Вы же знаете принцип неопределенности. Вы знаете, что некоторые вещи принципиально нельзя одновременно измерить. Нельзя одновременно измерить скорость и координаты. Вот. Так и в экономике. Одно из достижений экономики – это то, что кризис предсказать невозможно. Это одна, если хотите, из теорем. Такая же, как и принцип неопределенности. Это не означает, что экономика не наука. Это действительно означает, что экономика некоторые вещи делать не может. Так же, как и квантовая механика. Вы же не говорите, что квантовая механика – это не наука. Ну, не очень неубедительно для меня эта ассоциация, потому что физика может воспроизводить эксперимент, показывая то, что мы нашли некую закономерность, вот она, вот законы, вот возможность воспроизвести это и повторить. И в экономике я вам могу рассказать, почему нет? Я вам могу рассказать такую историю. Ну, расскажите, вот, например, прошлые монетарные способы стимуляции экономик сейчас не работают. Все говорили, вот мы нашли способ стимуляции, ставки не работают, ничего не работает. Волюнтаризм – это единственное, что осталось. И когда вы говорите про демократию… Я вообще не понимаю то, о чем вы говорите. Смотрите. Давайте поясню. 4 триллиона эмиссий, 6 триллионов эмиссий, которые сейчас делает Америка, чистый волюнтаризм. Прийти и выпустить столько денег в экономику, весь мир ограбив. Это что, демократия? Ну хорошо, демократия, которая решила нагнуть весь мир. Ну что происходит? Нужно поддержать совокупный спрос, нужно бросить ликвидность. Это действительно следствие науки. Если бы этого не произошло, мировой ВВП рухнул бы еще больше, чем он сейчас падает. Он сейчас серьезно падает. Из-за того, что все западные страны выпускают огромное количество ликвидности, мировая экономика чувствует себя лучше, чем могла бы. Если вы хотите воспроизводимость эксперимента, я вам могу сказать, хотите, например, устроить дефицит, можете регулировать цены. Я вам точно говорю, если вы хотите устроить дефицит, введите регулирование цен, вы получите дефицит. И это вполне воспроизводимый эксперимент. Другое дело, что экономисты дают советы, которые часто слышат. И поэтому никто больше не воспроизводит советские механизмы распределения. Правильно? Кроме Венесуэлы. Что касается денежной политики, опять-таки, экономисты научились чему-то. И поэтому, например, кризис 2008-2009 года был не таким глубоким, как Великая депрессия. Или
в России экономисты научились чему-то и ввели в России, Центральный банк ввел денежную политику, основанную на таргетировании инфляции и гибком курсе. Поэтому кризис 2014 года был гораздо менее болезненным, чем кризис 2008-2009 года. Поэтому нельзя сказать, что эти эксперименты не воспроизводятся. Просто никто не хочет их воспроизводить. Хотите устроить глубокий кризис уровня 2008-2009 года? Давайте воспроизведем. Я вам скажу, как это сделать. Нужно зафиксировать курс рубля и поддерживать его на нерыночном уровне, и тогда мы получим кризис уровня 2008-2009 года, который будет хуже, чем кризис при гибком курсе рубля. Это можно сделать. Я могу вам дать советы, как устроить какую-нибудь катастрофу. Но, к счастью, политики учатся, центральные банкиры учатся, и поэтому с каждым днем денежная политика все-таки помогает все больше и больше. Ну, вы знаете, с вами трудно согласиться, когда вы рассматриваете часть экономической подсистемы. Да, но когда рассматриваете весь мир, где 70% кредита это основано на американских, так сказать, производных, да, то насколько справедливо, на ваш взгляд, опять же, сейчас переходим не к экономическому, так сказать, аспекту, а к человеческому, насколько справедливо переносить проблемы Америки или решение проблем в Америке на весь мир? Ну, ведь понятно, что эмиссия 6 триллионов приводит к моментальному обнищанию всего мира на, можно посмотреть, ну, например, на 10%. Вот у меня доллар сейчас в кошельке, у него покупательская способность моментально снизилась. Нет, конечно. Нет. Ну, как нет? Нет. Цены повысились в Америке, цены повысились на еду. 3 года. Цикл 3 года. Цены повысились на бензин. Покупательская способность в течение 3 лет снизится на 20% доллар. Я не говорю, что демократия дает справедливость. Я вам говорю, что денежная политика сегодня является рациональной, что доллар застрахован от инфляции независимым центральным банком и знанием об азов денежной политики руководителями Центрального банка Соединенных Штатов. И рынки этому верят. Если вы этому не верите, вы можете заработать сегодня много денег. Вот и все. Игорь, американское казначейство сегодня выпускает облигации. Если вы не хотите их покупать, не покупайте. Не хотите держать доллар, не держите. Вот и все. Если вы их покупаете, значит, вы считаете для себя это выгодным. Значит, это взаимовыгодный обмен. А американцы продают вам облигации, а вы их покупаете. Вот и все. Если вы считаете, что американцы захватили всю мировую финансовую систему, постройте свою, и у вас будет своя мировая финансовая система. Я все подвожу к этому. То есть, смотрите, ответ в стиле «сам дурак, не хочешь, не покупай» меня не устраивает. Почему? А вот ответ, ну как, потому что, по сути, он уходит к этому. У меня все нормально, а если у тебя проблемы, то это твои проблемы. Поэтому вы приходите, смотрите, если вы выигрываете в конкуренции с другими производителями, это справедливо или нет? Вы говорите, у меня высокая производительность труда, у меня эффективная компания, поэтому я занимаю большую долю рынка. Это справедливо или нет? Ну, я возвращаю вам вопрос. Это справедливо? Я считаю, что до тех пор, пока конкуренция честная, это справедливо. Так, а что такое честная конкуренция? Я говорю, если грабить, то это несправедливо. Я с вами в этом согласен. Вот если вы конкурируете с своими конкурентами, например, приходите к ним с оружием, забираете у них их активы, то это несправедливая конкуренция. Если вы честно производите то, что вы делаете, то это честная конкуренция. Вы можете считать, что американцы справедливы или несправедливы, это, конечно, ваше право. Вы можете считать, что доминирование доллара – это несправедливо. Это тоже ваше право. Понятие справедливости, конечно, не может быть универсальным. Но если вы хотите создать систему, основанную на рубле, вы можете это сделать. Не, ну, мне нравится этот консенсус, что мы пришли к нему, что понятие справедливости – это не однородное поле справедливости, это, так называется, фрагменты справедливости, которые представляется, да, каждым человеком или каждым неким обществом. Да. У нас с вами одна боль, и одна боль точно есть самая мощная. Это вот что будет с президентской властью, с выборами или не с выборами, или как это все будет в России. Ну, ваш такой вот прогноз, размышление. Когда, кто будет на следующих выборах в России? Когда это кончится, если хотите? Дайте свой вот прогноз. У меня нет хорошего прогноза. Такие режимы, как российский режим, устроены так. Власть пытается удержаться у власти. Лидер, политический руководитель пытается удержаться у власти как можно дольше.
способами, связанными с проведением нечестных выборов, изменениями Конституции. Что будет происходить в 2024 году, мы не знаем. Что будет происходить до 2024 года, мы не знаем. Мы можем предсказать, что этот политический руководитель будет стараться удержаться у власти любой ценой. А с другой стороны, этот режим не вечен. Как он изменится? При жизни ли Путина или после этого, мы не знаем. Но такие режимы меняются самым непредсказуемым способом. Например, Советский Союз был мировой сверхдержавой и развалился очень быстро. И в тот момент, когда никто не мог это предсказать. Я также бы привел пример Румынии, Николая Чаушеску, который был полновластным диктатором. И вдруг за 2 дня весь его режим развалился, он был арестован и расстрелян. Предсказывать изменения в такого рода странах, такого рода режимах – это дело неблагодарное. Предсказания гораздо проще делать в демократических странах, где власть меняется на регулярных конкурентных выборах. Но это точно не случай России. Друзья мои, с нами был Сергей Гуриев, как всегда убедительно показывающий, что апокалипсис, если еще не наступил, то вот-вот наступит. У меня мнение другое, мы еще поживем, побарахтаемся и, возможно, как те лягушки, собьем масло, значит, обопремся на него, пойдем дальше. В любом случае жизнь продолжается, мы одинаково с Сергеем думаем, что мы каким-то образом найдем способы жить, процветать дальше, и это обязательно случится. Спасибо, Сергей. Спасибо. Парижу привет. И давайте, спасибо, берегите Игорь. Себя. Да, счастливо. Берегите руки. себя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Игорь.